Энтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, для начала лайк, подписка, комментарий в поддержку канала. Все ссылки есть в описании под видео. Что у нас с биткоином? Лето, идет стагнация, но биточек наш неплохо держится. 1,3% за сутки, эфириум 1,2%. Альткоины, конечно же, ну просто хотелось бы желать лучшего. Сей у нас буквально за недельку выросла на 51%. Но ничего такого особо не происходит. На данный момент мы видим то, что просто-напросто нету притока капитала в рынок, никто не хочет нести в рынок деньги. Никто не хочет нести, по всей видимости, потому как у нас еще дорогие кредиты и очень большая процентная ставка. У нас было заседание ФРС, оставили ставку на том же самом месте, ничего не поменяли, пауза на данный момент, и уже есть первые, конечно же, намеки, то, что будет понижение ставки у нас в июле месяце. И может быть такое, что в июле у нас будет первое понижение ставки, может быть такое, что на 0,25 базисных пунктов они ее понизят, и проценты, конечно же, по кредитам тоже будут намного меньше. Будут дешевые кредиты и будет приток капитала в рынок. В принципе, на данный момент у нас доминация биткоина находится на своих исторических хаях. Буквально 22 числа у нас доминация подошла к значениям 65,96%. Но домка у нас на хаях. На данный момент мы находимся в таком вот восходящем канале, и здесь все-таки присутствует медвежий тренд уже. Мы видим то, что доминация биткоина рисует медвежий флаг. Будем надеяться на то, что у нас доминация биткоина уже отрисовала свой пик, потому как уже все-таки, уже просто куда этой доминации расти, непонятно. Давайте посмотрим, что у нас с самим биткоином на бирже OKX. У нас тут была торговая идея, то, что мы можем отрисовать отскок дохлой кошки и уйти на медвежку. Так, что у нас по самому биткоину? Мы видим то, что биток продолжительное время торгуется в восходящем канале. В данном восходящем канале у нас биточек здесь торгуется, и на данный момент в боковом движении, которое у нас произошло за вот эту вот недельку, неплохо разгрузили полностью все индикаторы. Здесь у нас набирается небольшая сила по биткоину. Надеемся то, что у нас будет пробитие все-таки АТХ. Биток здесь закрепляется. Это неплохо. Это, конечно же, неплохо. У нас был сигнал на Hash Ribbons. Мы это прекрасно знаем и помним. 24 мая это произошло. После сигнала у нас произошла коррекция. Коррекция у нас состоялась на 12 примерно процентов. Второй день уже биток в восходящем тренде. И по всей видимости они сдерживают цену биткоина для того, чтобы пробить АТХ. Но нам нужно здесь еще отрисовать хотя бы какую-то боковую консолидацию, для того, чтобы биток набрал еще больше силы и пробивали мы этот АТХ. 3 дня тому буквально мы подошли к блоку объемов. Вот мы видим вот эти вот боковые объемы. Здесь у нас был тест данных объемов. Очень сильный блок. Мы его удержали. Пошла реакция покупателя и видим небольшой отскок. Надеемся, что коррекция здесь у нас уже закончилась. Итак, что у нас с монеткой Трамп? Токен в настоящее время находится в аккумуляции. Просили посмотреть монетку Трамп, давайте глянем. Монетка Трамп, конечно же, побрила знатно всех людей. Капитализация уже знатно уменьшилась. 1,8 миллиарда долларов. Токен в настоящее время находится в аккумуляции. И здесь, конечно же, я думаю, будет история наподобие с Dogecoin. Но монетку Трамп можно будет подобрать только намного ниже. И то нужно нам здесь увидеть хороший боковичок, выждать определенный период времени, потому как здесь должна еще продолжаться бритва. Большинство, конечно же, залетели в данную монетку на хайпе, и быстрый здесь разворот, просто-напросто не произойдет.
Я считаю, что Трамп, если будет стрелять данный актив, то он будет стрелять только под конец альт-сезона. Потому как большое количество людей засели в данном активе, и здесь будет продолжаться бритва. У нас сегодня DXY обновил свой лой. И довольно-таки неплохо мы здесь по DXY уже рисуем, закрепляемся. И я надеюсь, что DXY все-таки у нас еще шлепнется в диапазон, ну хотя бы как минимум 96 пунктов. Может быть такое, что мы увидим даже DXY в диапазоне 94. Если мы с вами посмотрим, что у нас творилось на DXY, примерно у нас уже прошло 80 дней по DXY с момента разворота. 80 дней. И давайте посмотрим, что у нас было с битком в этот момент. 80 дней. Вот у нас ордер блок разворотный. Тут у нас примерно получается уже 81 день прошел. В принципе, биток у нас на данный момент двигается строго за DXY. И может быть такое, что скоро у нас будет то самое движение на биткоине, пробитие АТХ. Как раз у нас будет это все дело совпадать с вот этим вот движением на DXY. Посмотрим, понаблюдаем. Здесь для того, чтобы пробить АТХ и выбить большое количество шортистов, нам достаточно увидеть движение буквально в 5% по биткоину. И это было бы, конечно же, вообще шикарно бы. Что у нас по индикаторам по поводу битка? У нас был сигнал на покупку 21 апреля 2025 года. Это на недельке. Биточек у нас на данный момент продолжает торговаться в таком вот бычьем треугольнике. Давайте посмотрим на дневке, что нам показывают индикаторы. И был у нас сигнал на покупку. На продажу сигнала пока что не было. Посмотрим, будет ли у нас пробитие вершины и состоится оно в ближайшее время. Конечно же, знает только сам манипулятор, мы этого не знаем. Но биток на данный момент уже поджали к АТХ. У нас буквально АТХ был в декабре, в январе. Также мы его пробивали в мае. Подошли мы опять же к АТХ 9 июня. И спустя практически 3 недели мы опять подобрались к этому АТХ. Будет ли у нас здесь пробитие? Вот в чем вопрос. Как вы думаете, пойдет ли в ближайшем будущем биток на свой перехай? Пишите в комментариях под видео. Также интересный момент, если мы посмотрим на тепловую карту, то у нас в принципе огромные ликвидации уже идут ниже, чем 78 тысяч долларов, и есть также ликвидации шортистов, которые находятся уже выше самого АТХ. И здесь будет колоссальная ликвидация. Что у нас на трехмесячном графике? Мы здесь с вами можем увидеть то, что огромная ликвидность собралась буквально за АТХ. Также видно, что уже на тепловой карте мы видим, что есть стопы шортистов глобальных. И я все-таки надеюсь, что мы в ближайшем будущем с вами увидим пробитие хая по биткоину и пойдем намного выше. Многие, конечно же, говорят о том, что уже нету никакой цикличности на рынке, но я все равно остаюсь у своего мнения, и то, что пик бычьего рынка будет поставлен буквально ближе к сентябрю-октябрю 2025 года. Осталось нам еще ждать буквально недолго, несколько месяцев, и пик бычьего рынка будет поставлен. Дальше только медвежка. Вот в принципе вот так вот. На данный момент у нас альтсезон не произошел. Это говорит о том, что по всей видимости пик бычьего рынка еще не поставлен. Есть большое количество шортистов у нас на биткоине, и их по всей видимости будут выбривать в ближайшем будущем. Посмотрим, понаблюдаем. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.